Цезарь, огромный кобель немецкой овчарки, начал спать в снегу возле своей будки. После 3 часов наблюдений его хозяин решил выяснить причину. То, что он обнаружил внутри, было совершенно шокирующим. Сергей был ошеломлен, когда пес зарычал на него. Он вырастил Цезаря с крохотного щенка, и эти двое всегда были лучшими друзьями. Он снова подошел к будке, и пес отреагировал точно так же. Он встал между ним и конурой, тихо рыча, как бы предупреждая Сергея не подходить ближе. Снег хрустел под ногами мужчины, когда он сделал шаг в сторону. В тот же момент Цезарь перестал рычать. «Что такое, мальчик?» — тихо спросил он. «Что у тебя там?» Цезарь вилял хвостом и опустил голову. Затем подошел к Сергею, чтобы тот почесал его. Сергей решил, что конфликт окончен, поэтому сделал шаг в сторону и снова направился к будке. Но Цезарь снова встал перед ним и принял угрожающую позу. Сергей понял, что лучше оставить пса, так как то, что было в будке, явно важно для Цезаря. Все началось летом предыдущего года. Сергей, увлекавшийся плотницким делом, построил великолепную конуру для Цезаря. У нее был навес и достаточно много места внутри, чтобы укрыть собаку от снега, который, как ожидал Сергей, начнет идти в начале декабря. Так оно и произошло. В первых числах декабря температура упала, и выпал первый снег. Цезарь инстинктивно понял, что сооружение, построенное Сергеем, предназначалось для него, и в считанные минуты превратил его в свою личную крепость. В тот вечер Сергей заглянул в щелку между шторами в своей спальне и увидел, что Цезарь лежал на крыльце своей будки, положив голову на передние лапы, как будто он был на страже. Уже около часа шел легкий снег, и Сергей решил еще раз проверить собаку. Цезарь все еще был на крыльце своей конуры. На улице стоял сильный мороз, но он не сдвинулся с места. Это было действительно странно. Следующим утром Сергей снова вышел к будке. Цезарь вскочил на ноги, когда увидел хозяина, но когда Сергей попытался подойти ко входу в конуру, пес снова встал перед ним точно так же, как и вчера. Затем немецкая овчарка посмотрела на своего хозяина с мольбой, как будто говоря: «Пожалуйста, не пытайся снова». Как только Сергей делал движение в сторону входа в будку, раздавалось тихое рычание. Собака пыталась не допустить Сергея посмотреть внутрь конуры. Мужчина был озадачен. Он понятия не имел, что и думать о странном поведении Цезаря. Но затем он придумал план. Он быстро пошел к двери на кухню. Оказавшись внутри, он взял стейк из холодильника и начал нарезать его на мелкие кусочки. Это было любимое лакомство Цезаря. Собака не сможет устоять перед миской мелко нарезанного стейка. В этом Сергей был уверен. Единственная сложность заключалась в том, чтобы убедить Цезаря прийти на кухню. С миской в руке Сергей вышел на улицу и подошел к будке. Как и раньше, Цезарь подпрыгнул, чтобы поприветствовать его. Сергей сел на корточки и поиграл с собакой. Затем он достал миску из-за спины и дал Цезарю понюхать. Собака чуть не подпрыгнула от возбуждения. Ничто не приводило ее в такой восторг, как кусочки свежего стейка. Но когда Сергей отошел с миской и позвал Цезаря, это выглядело подозрительно. Обычно он получал лакомство у своей будки, а теперь хозяин хотел, чтобы он пошел за ним на кухню. Цезарь был в замешательстве. Он оглянулся на будку и тихо заскулил. Затем, видимо, решив, что все будет хорошо, он последовал за Сергеем на кухню. Собака вбежала вслед за хозяином и радостно прыгала, не сводя глаз с миски. Первая часть плана Сергея была выполнена в совершенстве. Он поставил миску на пол в дальнем углу кухни и снова погладил собаку. Цезарь принялся за еду. Он не пытался съесть весь стейк сразу, как сделали бы большинство других собак. Вместо этого он, казалось, наслаждался каждым кусочком. А теперь настала пора для второй части его плана. Сергей медленно поднялся. Он шел спиной к двери, не спуская глаз с собаки. Цезарь не обращал на него никакого внимания. Мужчина вышел из кухни и закрыл за собой дверь. Вторая часть была успешно выполнена.
Он направился к конуре. Цезарь понял о хитрости, как только дверь кухни закрылась. Пёс скреб дверь и жалобно скулил. Когда стало ясно, что Сергей игнорирует его, он побежал в гостиную. Там были большие окна, и Цезарь мог видеть оттуда свою будку. Он увидел, как Сергей идет к ней, и это расстроило его еще больше. Он залаял громче и подпрыгнул к окну. Сергей услышал шум внутри дома и обернулся. Там был Цезарь, сердито глядящий на него. Сергею не понравилось, что ему пришлось заманить собаку в дом и запереть ее там. Это казалось предательством по отношению к лучшему другу, как будто это как-то разрушит доверие, которое установилось между ними с тех пор, как Цезарь был щенком. Но ему просто необходимо было увидеть, что Цезарь охранял внутри своей будки. «Отчаянные ситуации требуют отчаянных мер», — решил он, и двинулся дальше к будке. Когда он добрался до конуры, Цезарь пришел в ярость. На несколько секунд Сергей был уверен, что Цезарь разобьет стекло и выскочит. Гнев собаки, казалось, рос по мере приближения Сергея ко входу в будку. Мужчина опустился на колени и заглянул внутрь. Теперь он был совершенно беззащитен, потому что его голова и руки не могли одновременно пролезть через отверстие. Если кто-то внутри нападет на него, он будет совершенно беззащитен. Но любопытство взяло верх. Как только его глаза привыкли к темноте внутри, он пришел в шок. Внутри была бездомная кошка. На мгновение Сергей растерялся. В обычной ситуации кошка должна была бы просто сбежать, но это стояло на своем точно так же, как Цезарь. Она что-то защищала. Затем Сергей увидел это. Сначала он заметил только одного маленького котенка, затем увидел остальных. В общем, он насчитал 6 малышей. Сергей сразу понял, что кошке-матери нужно было безопасное место, чтобы родить, когда пошел ранний снег. И, будучи джентльменом, Цезарь пожертвовал своим домом ради нее, а затем стал охранять. Сергей не мог не улыбнуться, поняв, что Цезарь, верный и добрый пес, принес огромную жертву ради кошки-матери и ее детенышей. Он поделился своим пространством и стал их защитником даже против своего хозяина. По мере того, как дни превращались в недели, Сергей решил создать уютное убежище для кошачьей семьи рядом с домом. Он сделал удобное убежище и позаботился о том, чтобы у них всегда была еда и безопасное место для проживания. Цезарь, понимая ситуацию, вернул себе свою конуру, но всегда бдительно следил за ними, готовый всегда поделиться убежищем. Дорогие зрители, а вы когда-нибудь видели, как животные разных видов заботились друг о друге? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.